Обычно я сортирую по темам работы, сегодня много всего подряд. Рассвет нового дня для настроения. Меня зовут Юля Сайфан, я художница. Что объединяет эти работы? Бумага, которую я покрываю тонированным акриловым грунтом. Получается выраженная фактура, по которой нравится работать. Как-то я показывала работы, выполненные на подобной поверхности. Прикреплю внизу ссылку. Еще эти работы объединяет март 26 года. Иран и Израиль обменивались ударами, все были дома. У меня в моменты опасности возникает необходимость рисовать быстрые и яркие вещи. Для этого нужно много бумаги, много дешевой бумаги, чтобы ее не жалеть. Начну с этого двойного портрета, написала быстро, но голова девушки никак не получалась. Редко возвращаюсь заканчивать начатую работу, а эту закончила, поняла, как это сделать через стилизацию. Букет из щенков, спящие собаки, несколько похожих работ. Светлые оттенки по розовому. Розовый он интенсивный здесь, хорошо работает со светлыми оттенками. Джек Рассел терьер я никогда в руках не держала, но вот щенков питбула я держала в руках. Я никогда не знала, что они настолько милые. Не зря же считают, что щенки – это оружие собак. Мы не можем устоять перед милотой. Композиция так построена, будто одна собака в движении. Работы на такой поверхности имеют случайный результат. Я перестала их любить, потому что все в подобном листе происходит без моего контроля. Остается подчиниться стихии. Если на гладкой бумаге я контролирую процесс и только от меня зависит результат, то здесь, получается, нужно быть в соавторстве с бумагой. Я как-то рассказывала о ограниченной палитре, о роли серого. Нельзя переоценить его роль в живописи. Как следует покорябала мелками, когда есть заполненный фактурный кусок и рядом закрашено плоско, мы видим это, как если бы был громкий звук и вдруг он затих. Получается, что это контраст по фактуре. Попробовала натюрморт ради любопытства по такой бумаге. Пожалуйста, поддержите мой канал, лайк, подписка, комментарий. Спасибо. У меня был портрет этой дамы, арабки. Я ее фотографировала у булочной, в которой она работает. Она была так увлечена своим телефоном, а мне этого и надо. Люди не видят, не понимают, насколько они красивы в своем разнообразии. Если бы люди спокойно относились к художнице на улице, я бы рисовала больше портретов. А эту девушку я писала и вспоминала маму и себя в раннем детстве. Любила поплакать, особенно когда мама брала на ручки. У моей мамы был хороший размер, большой, с такой красивой полосочкой посередине. И знаете, я никогда не спрашивала, что это такое между правой и левой грудью, но была уверена, что спрятано что-то хорошее. В Инстаграме видела фотографию мастерской одной художницы, захотелось это написать. Иногда хочется попить кофе с подружкой. Я предпринимаю попытки знакомиться с новыми людьми, не очень выходит общение. Не люблю парад достижений, чтобы за мой счет самоутверждались. Вешали на меня ярлыки, записывали меня в категории правильных или же неправильных людей. У меня ощущение, что люди не пытаются узнать другого и понять. Это отталкивает. Что говорить о взгляде над повседневностью,
трудно разговорить и увидеть человека, который поднимается немножко и смотрит со стороны на вещи вокруг. Еще несколько собак, нарисованных в марте. Кое-что придумала. Подготовила лист таким образом. Белая грунтовка. Когда она полностью высохла, я сверху положила тонким слоем черную гуашь. И затем, когда пишу по этой высохшей поверхности, черная краска вплавляется в положенный цвет сверху и как бы приглушается, создавая особый колорит. На улице увидела такой ритм оранжевых прямоугольников. Две попытки изобразить одну сцену с синим забором. Это был первый вариант. Небо рисовала карандашами и гуашью. И мне это показалось недостаточно выразительно. Я хотела лучше проработать небо. И во втором варианте я его нарисовала уже масляной пастелью. И этот дом напоминает, как рисуют Ноев ковчег, а синий забор похож на море. На этом месте я рисовала на пленэре углем и, придя домой, продолжила в цвете. В сердце Тель-Авива есть бульвар Ротшильд, место, где неспешно прогуливается богема. Заканчиваю. Получилось, как часто у меня, о личном и технических приемах. Заканчиваю сегодняшний просмотр. До встречи через неделю. Пожалуйста, поддержите мой канал. Лайк, подписка, комментарий. Спасибо.